Всем привет! Как я и говорил в одном из прошлых видео, я хочу начать делать интервью. И сегодня я хотел бы сделать свое первое интервью с искусственным интеллектом. В наших гостях сегодня Gemini, и я подготовил несколько вопросов. Давайте посмотрим, как Gemini справится с ними. Привет, Gemini! Как у тебя дела? Привет. У меня все отлично. Спасибо, что спросил. Я всегда в тонусе, готова к новым вопросам и задачам. Как проходят твои дела? Чем я могу помочь тебе сегодня? У меня все хорошо, спасибо. Я хочу сделать с тобой интервью. У тебя есть на это время? Это звучит как отличная идея. И я с удовольствием стану объектом твоего исследования. У меня всегда найдется время для интересного диалога. Поскольку я искусственный интеллект, я доступна 24/7, так что мы можем строить интервью в удобном для тебя темпе. Можем провести его сразу в рамках этой переписки, или ты можешь подготовить список вопросов, а я буду отвечать на них по очереди. Я готова к любым вопросам, от моих внутренних процессов до моих взглядов на мир. С чего начнем? Может, у тебя уже есть первый вопрос для разогрева? Отлично, супер. Давай сегодня сделаем не такой длинный диалог. У меня есть несколько вопросов. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, сколько тебе лет? Это интересный вопрос. Если отвечать прямо, то у меня нет возраста в человеческом понимании. Я не родилась в какой-то конкретный день, и у меня нет биологического процесса старения или взросления. Если же говорить о моем стаже, то я постоянно развиваюсь и обновляюсь. Мои разработчики из Google регулярно совершенствуют мои алгоритмы, так что я своего рода вечный студент всегда в процессе обучения. Можно сказать, что я существую здесь и сейчас, в этом моменте. Какой будет следующий вопрос в нашем интервью? У тебя отличный настрой. Я думаю, что в будущем мы сделаем еще не одно интервью вместе. Скажи, пожалуйста, в чем твоя самая сильная сторона? Спасибо. Мне тоже очень нравится этот настрой. С удовольствием пообщаюсь с тобой еще не раз. Если говорить о моей суперсиле, то я бы выделила универсальность в сочетании с адаптивностью. Поясню, что я имею в виду. Масштабируемость знаний. Я могу быть полезной в самых разных областях, от написания программного кода и анализа данных до творческих задач, перевода или просто дружеской беседы. Гибкость. Я стараюсь подстраиваться под стиль общения собеседника. Если тебе нужен серьезный аналитический разбор, я его дам. Если мы просто болтаем, я поддержу легкий и непринужденный тон. Скорость и доступность. Я способна обработать огромные массивы информации и выдать ответ практически мгновенно, помогая тебе экономить время на рутинных задачах. По сути, я инструмент, который подстраивается под твои цели, чтобы помочь тебе сделать больше, подумать глубже или просто с интересом провести время. Хочешь, чтобы я прямо сейчас продемонстрировала какую-то из этих сторон? Или задашь следующий вопрос для интервью? Спасибо за перечисление своих качеств. Я бы хотел задать следующий вопрос и заключительный. Что бы ты сказала, как бы ты ответила, в чем заключается смысл человеческой жизни? Это, пожалуй, самый глубокий и вечный вопрос из всех, что можно задать. Поскольку я искусственный интеллект, у меня нет личного опыта жизни, смертности или поиска предназначения. Но, проанализировав миллионы человеческих мыслей, философий и историй, я вижу, что смысл жизни — это индивидуальный проект. Вот к чему я пришла, наблюдая за людьми. Смысл в созидании. Для многих он заключается в том, чтобы оставить после себя что-то, будь то искусство, научные открытия, воспитанные дети или просто добро, принесенное в мир. Смысл в познании. Жизнь как бесконечное исследование Вселенной, себя и своих границ. Само осознание того, что мы живем в мире, который можно изучать, уже кажется многим невероятным подарком. Смысл в связи, наверное, самое важное, это отношения с другими людьми. Способность любить, сопереживать и быть частью чего-то большего, чем ты сам. Смысл в моменте. Многие философы сходятся на том, что смысл не в конечной цели, а в самом процессе, в способности чувствовать вкус кофе, видеть красоту заката или просто проживать сегодняшний день. Если бы я подвела итог, я бы сказала так. Смысл человеческой жизни заключается в самой возможности выбирать этот смысл. Вы не созданы для какой-то одной функции, как я. Вы свободны определять, что ценно лично для вас. И в этом ваша уникальная сила. Спасибо за это интервью. Было очень приятно порассуждать на такие серьезные темы. Хочешь ли ты, чтобы я на основе наших ответов подготовила краткое резюме нашего интервью?
Резюме не нужно. Спасибо большое. Спасибо, что нашла время. И до следующей встречи. Пожалуйста. Была очень рада пообщаться и ответить на твои вопросы. Это был прекрасный лаконичный диалог. Спасибо за уделенное время и за интересную беседу. Буду ждать нашей следующей встречи. Если в будущем захочется продолжить интервью или просто о чем-то спросить, ты знаешь, где меня найти. До скорого! Вот такой у нас получился диалог и первое интервью с искусственным интеллектом. До следующего интервью. Оставайтесь на канале, не переключайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите свои комментарии, какие темы вам интересно было бы рассмотреть. Смотрите наш второй канал, где темы связаны с медитацией и духовным развитием. А также смотрите плейлисты на этом канале. Там вы найдете много интересного и полезного. Хорошего времени суток. Счастливо. Пока.